Всем привет, с вами команда ArtFX. Сегодня мы с вами рассмотрим, как можно создать вот такую анимированную надпись в стиле комиксов. И давайте сразу приступим к делу. Создадим новую композицию, 30 кадров в секунду, Full HD. И здесь сразу же создаем надпись, которую и будем анимировать. Для этого выбираем Horizontal Type Tool и пишем что-нибудь. И чтобы легче было текст разместить примерно посередине, можно включить Title Action Save. И так можно увидеть центр композиции. И когда разместим, эти рамки уже можно отключать. И также важно выбрать подходящий шрифт для этой надписи, чтобы он подходил под такой стиль. В нашем случае это Smile Comics. И теперь нам нужно заанимировать этот текст. Раскрываем его настройки, раскрываем настройки текста. И здесь есть кнопка Animate. Нажимаем ее и выбираем Position. Теперь у нас в этом меню появился аниматор 1. Напротив него можем выбрать Add, Property. И добавим еще один параметр Scale. Теперь мы можем здесь анимировать Position и Scale. И теперь начнем анимировать это. Position сдвинем вправо, примерно на 200. И Scale уменьшаем до 0. Теперь, чтобы это все заанимировать, нужно раскрыть настройки Range селектора. И здесь заанимировать параметр Offset. Ставим ключевой кадр на нулевом кадре. Сдвигаемся вперед. Кадров на 20. В моем случае 23 получилось. Тоже нормально. И увеличиваем до 100%. Смотрим, как это выглядит теперь. Сейчас буквы появляются откуда-то снизу. Это происходит потому, что у каждой буквы есть как бы свой anchor point. И анимация это происходит относительно этой точки. И по умолчанию эта точка находится у каждой буквы снизу. Чтобы увидеть этот anchor point, давайте откроем More Options во вкладке Текст. И здесь есть такой параметр Grouping Alignment. Первый параметр отвечает за положение этих точек по горизонтали. Его мы трогать не будем. И вот второй параметр как раз-таки нам и нужен. Он отвечает за положение точек по вертикали. Давайте поднимем их куда-нибудь на середину, можно даже чуть повыше. Теперь анимация происходит вот так. Но это все еще не то. И чтобы добиться нужного нам результата, нужно сделать следующее. Нужно опять-таки вот напротив аниматор 1 нажать кнопку Add, выбрать Selector и выбираем Expression. Теперь в этот аниматор добавился Expression Selector. И как раз-таки при помощи Expression Selector мы создадим вот такую интересную анимацию. Вот такие затухающие колебания. Буквы как бы встают на свое место и еще продолжают немного двигаться после этого. И чтобы это сделать, нам понадобится вот такое выражение. Сейчас мы не будем в подробностях разбирать, как оно работает. Оно создает затухающие колебания для текста. И такое выражение легко найти в интернете в открытом доступе. В этом выражении уже настроены все вот эти параметры частоты, задержки и длительности именно для этой анимации. Тут уже все готово, поэтому просто копируем это выражение. Добавляем это выражение параметру Amount. У него как раз уже есть тут по умолчанию какое-то выражение. Открываем просто вот эту вкладку, нажимаем на стрелочку и заменяем вот это имеющееся выражение своим. И смотрим теперь. Вот так анимация выглядит уже гораздо интереснее. Но, как мы видели в самом начале, вот в этой надписи буквы разного размера и находятся они на разной высоте. И здесь нам нужно сделать то же самое. И для этого нам нужно добавить еще один аниматор. Давайте пока что закроем вот этот аниматор 1. И добавим Animate. Добавим Scale. И напротив аниматора 2 снова выбираем Add, Property. И добавим также Position сюда. Теперь снова напротив аниматора 2 нажимаем Add. На этот раз выбираем Selector. И добавляем Weekly Selector, чтобы добавить колебаний.
Range Selector нам больше не нужен. Теперь давайте настроим Position, посмотрим, что из этого получится. И как мы видим, мы меняем параметр Position, и все буквы сдвигаются по-разному. Все в разные стороны. И также настроим Scale. Сейчас мы видим, что буквы изменяются по скейлу непропорционально. Где-то они сжимаются по горизонтали, где-то, наоборот, вытягиваются по вертикали. И чтобы это все настроить, нужно открыть параметры Wiggly Selector. Если мы сейчас начнем воспроизводить эту композицию, мы увидим, что все буквы прыгают и меняют свой размер. Чтобы этого не происходило, чтобы зафиксировать их в одном положении, нужно уменьшить параметр, который отвечает за колебания, который определяет количество колебаний в секунду. Сейчас выбрано 2. Уменьшим до 0. Также нам нужен параметр, который свяжет значения по вертикали и по горизонтали для скейла. Этот параметр называется Log Dimensions. Сейчас он выключен. Включим его, мы видим, пропорции букв снова вернулись. А также нужно уменьшить корреляцию между буквами. То есть зависимость размеров одной буквы от размеров другой. Если мы уменьшаем параметр Correlation, то каждая буква будет меняться более самостоятельно. То есть она будет меньше зависеть от соседней буквы. Уменьшим этот параметр процентов до 30. Можем еще немного поменять параметры Position, например, а также Scale. Если нам не нравится получившийся результат, мы всегда можем изменить Random Seed, и все буквы поменяют свое положение. И вот так можем выбрать Random Seed, который нам нравится. И когда выбрали подходящий нам Random Seed, можем продолжать анимацию. Давайте, во-первых, посмотрим, как это выглядит на данный момент. Также, если какие-то буквы кажутся маленькими, можем увеличить минимально возможное значение. Уменьшаем вот это min amount. Точнее, напротив, его увеличиваем. Тем самым делая буквы чуть побольше. Также, если какие-то буквы кажутся слишком большими, можем уменьшить параметр max amount. Или если, например, какие-то буквы слишком высоко или низко располагаются, также max amount поможет. Оставим, пожалуй, вот в таком виде эту надпись. Теперь нам нужно сделать так, чтобы текст летел справа налево. Это мы уже будем делать без аниматоров, а просто при помощи параметра Position. Переходим в самое начало и ставим ключевой кадр для Position. И отодвинем текст куда-нибудь вот сюда. И чуть повыше давайте поднимем. Теперь переходим кадров на 25 вперед. И сдвигаем текст влево. Снова на середину, где он у нас и был. Давайте снова включим Title Action Save. У нас все-таки буквы сдвинулись. И текст надо целиком чуть повыше поднять. Чтобы применить эти изменения сразу на оба ключевых кадра, выделяем эти ключевые кадры и поднимаем их чуть повыше. Перейдем теперь на секунду и 20 кадр. И здесь текст уйдет еще дальше налево. Как-нибудь вот так пока что сделаем. Теперь выделим все эти ключевые кадры и нажмем F9, чтобы движение не было линейным. Теперь, если мы просмотрим эту анимацию, мы видим, что здесь посерединке текст останавливается и потом продолжает свое движение. Согласитесь, выглядит это очень странно. Поэтому мы настроим графики этих ключевых кадров. Во-первых, вот этот первый график сдвинем максимально влево, чтобы он получился вот таким вот острым. А второй график мы сдвинем вправо. Вот так. Правый рычажок вот этот трогать мы не будем, только средний. Давайте посмотрим. Все равно есть вот эта остановка посередине. Чтобы от нее избавиться, нам нужно перейти снова на график и немного поднять вот эти ключевые кадры. Точнее, вот эти две точки поднять чуть повыше. Чтобы в этом моменте
была не полная остановка, а текст просто замедлялся немного. Сейчас как-то мы недостаточно вправо сдвинули текст. Давайте поправим вот этот самый первый ключевой кадр. Сдвинем текст еще правее. И следующим шагом сделаем так, чтобы текст при движении от середины влево уменьшался. Но чтобы он уменьшался с конца, с вот этой последней буквы. И для этого нам снова понадобится аниматор. Снова нажимаем Animate. Выбираем Scale. Здесь нам только Scale понадобится. Scale уменьшим до 0. Давайте откроем Range Selector. На 25 кадре Offset будет 100%. И в самом конце анимации, то есть здесь на 1 секунде и 20 кадре, это значение уже уменьшаем. Но уменьшать можем не до конца прямо, а чтобы просто не было видно вот этих последних букв. Процентов до 60-50. Давайте посмотрим. И теперь у этого Range селектора нужно подредактировать еще дополнительные настройки. Для этого открываем вкладку Advanced. И чтобы немного смягчить эту анимацию, сейчас мы видим, довольно резко буквы пропадают, мы Shape просто выберем вместо Square Ramp Up. Смотрим теперь. Нам нужно Offset еще немного уменьшить. Давайте до минус 50 где-то. И чтобы сделать эту анимацию еще плавнее, нужно настроить уже параметры isHigh и isLow. isLow нам не понадобится в этом случае. Нужен только isHigh. Его мы уменьшим до минус 60 где-то. Смотрим теперь. Теперь буквы уходят более плавно. Давайте отключим Title Action Save. Теперь давайте сразу этот текст перекрасим в другой цвет. Для этого добавим эффект Fill. Цвет сделаем оранжевым. И добавим на текст обводку. Чтобы добавить обводку, нажимаем правой кнопкой и выбираем пункт Layer Styles. И в нем уже выбираем Stroke. Сейчас мы видим, появилась сразу же такая красная обводка. Нам ее нужно настроить. Переходим в настройки слоя, Layer Styles. Раскрываем Stroke. И здесь поменяем цвет на белый. И немного увеличим толщину обводки. Увеличим примерно до 9. И можем приступать к созданию фона. Для фона нам понадобится новый Solid. Создаем его. И добавляем на него сразу же эффект Fractal Noise. И как раз таки при помощи вот этих шумов мы и создадим вот эти спидлайны. Теперь давайте превратим эти шумы в такие белые длинные линии. Во-первых, нам нужно сделать, чтобы эта картинка была разделена четко на черные и белые пятна. Для этого повышаем контраст. Примерно до 3000 контраст увеличиваем. И теперь нужно сделать вытянутые линии. Для этого открываем вкладку Transform. И здесь мы настроим Scale по ширине. Убираем галочку Uniform Scaling. И вытягиваем эти линии по ширине. Здесь 1008 будет достаточно. Также по высоте можно немного увеличить или наоборот уменьшить. Тут уже по своему усмотрению все делаем. Появление вот этих линий нам нужно будет здесь заанимировать. Примерно со второго кадра начнем анимировать. И изменять будем два параметра. Brightness и Offset Turbulence. Brightness увеличиваем в самом начале до такого значения, что получился сплошной белый слой. Сразу откроем ключевые кадры, нажмем на клавиатуре U. Теперь переходим на 15 кадр где-то. И это значение делаем, наоборот, отрицательным.
чтобы получился полностью черный экран. Вначале это значение можно даже немного еще уменьшить. В итоге должна получиться вот такая анимация. Теперь также нужно настроить Offset Turbulence. Изменять мы его будем только по оси X. Сдвинем вот это значение на пару тысяч вправо. Посмотрим теперь. И теперь здесь черные вот эти полосы нужно сделать прозрачными. Делается это очень просто. Давайте продублируем сплошной слой. Удалим с него эффект Fractal Noise. Поместим его под слой с эффектом. И Track Matte выберем Luma Mate. Теперь для удобства давайте выделим вот эти оба слоя и сделаем Precompose. Правой кнопкой нажимаем и выбираем Precompose. Давайте, чтобы не путаться, назовем композицию Speedline Precomp. Выбираем Move All Attributes into New Composition и ставим галочку Adjust Composition Duration. Нажимаем ОК. Этот слой давайте сразу перекрасим, добавим на него эффект Fill. Перекрасим вот в такой цвет. И теперь этот слой нужно обрисовать маской. Сделаем так, чтобы на самом нулевом кадре не было его видно, чтобы он начинался с первого кадра. Немного отдалим. Выберем инструмент Pen Tool и нарисуем маску. Теперь этот слой нужно немного размыть по горизонтали. И для этого подойдет эффект Directional Blur. Изменим Direction. Поставим 90 градусов, чтобы размывалось по горизонтали. И увеличиваем Blur. Теперь, как мы видим, размылось вот здесь по краям, так как здесь находится самый край уже вот этой композиции. Поэтому давайте саму композицию немного увеличим. И сразу же давайте откроем настройки маски. Для этого дважды нажимаем на клавиатуре M. И эту маску мы будем анимировать, поэтому заанимируем параметр Mask Path. Здесь вытянем маску вот сюда. На втором кадре сделаем маску вот такой формы. Далее переходим на следующий кадр. Теперь перейдем где-то кадр на 7-й, 8-й. Еще немного уменьшим маску. Давайте этот ключевой кадр сдвинем все-таки чуть-чуть назад. Вот на 7-й кадр. Перейдем теперь на 10-й. И делаем эту маску еще меньше. Смотрим, что получилось. Давайте обрежем рабочую область где-то на 2 секунде. Для этого ставим курсор на 2 секунду и нажимаем на клавиатуре N. И теперь нужно добавить еще спидлайны на фон. Во вкладке Project выбираем вот эту нашу композицию Speedline Precomp. Создаем ее дубликат и открываем ее. Давайте откроем вот этот слой, на котором есть эффект Fractal Noise. Отключим анимацию Brightness. Теперь нам яркость не нужно будет анимировать. Она будет иметь статичное значение. И давайте это значение как раз-таки настроим. И теперь нам нужно заанимировать параметр Offset Turbulence. Сделать это движение еще быстрее. Давайте отодвинем первый ключевой кадр на нулевой кадр. И здесь уменьшим значение по оси X. Сделаем его где-то минус 3000. И здесь значение можем еще чуть-чуть увеличить,
чтобы движение было еще быстрее. И эту анимацию нам нужно зациклить. Зациклим мы ее при помощи выражения. Для этого с зажатым альтом кликаем по таймеру Offset Turbulence. И здесь пишем выражение для зацикливания. Loop out. И пустые скобки. Можем еще немного поднастроить такие параметры, как brightness и контраст. Если нам не нравится расположение линий, можем немного покрутить evolution. Также можем открыть transform и здесь настроить высоту линий. Давайте немного увеличим эти линии. И давайте добавим сюда еще линии помельче. Для этого вот эти два слоя дублируем. И меняем параметры Fractal Noise. А именно Transform. Уменьшаем высоту линий. И можем также понастраивать Brightness. Теперь нам нужно здесь освободить место для нашей надписи. То есть вот здесь посередине вырезать такой прямоугольник. Для этого выбираем Rectangle Tool. Выбираем слой. И рисуем здесь вот такую прямоугольную маску. Маску мы инвертируем, чтобы было видно то, что находится за ее пределами только. Теперь у второго слоя делаем то же самое. Тоже рисуем маску. Опять же инвертируем ее. И также еще настраиваем Fractal Noise, пока не добьемся результата, который нас будет уже устраивать. И вот теперь, когда уже все настроили как нам нужно, заанимируем эти слои тоже. У нас анимация текста заканчивается где-то примерно на 1 секунде и 20 кадрах. Поэтому анимацию вот этих спидлайнов мы закончим там же. Ставим ключевой кадр Brightness примерно на секунде и 5 кадре у обоих слоев. Теперь открываем эти ключевые кадры. Переходим на 20 кадр. И уменьшаем это значение так, чтобы линий не было видно. Чтобы эти спидлайны пропадали совсем. Теперь нужно поместить этот слой сюда же, в эту композицию. Перекрасим его точно так же, в такой же цвет. И также можем добавить на него Directional Blur. Сделаем появление этого слоя после вот этой вспышки, то есть с 3-го кадра. Сейчас из-за Directional Blur снова так размылись края. Ничего страшного, просто чуть-чуть увеличим эту композицию. И смотрим теперь уже финальный результат. Вот этот элемент, который мы сейчас сделали, входит в состав Elemental 2D FX Pack с сотнями различных покадровых текстовых и 2D FX анимаций. И приобрести этот пак можно по ссылке в описании к видео. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И до встречи в следующих видео.